Утеплять дом нужно целиком. Внутренняя сторона, которая ложится к утеплителю. Технология утепления выполнена правильно. И прочие гадости. В Иркутской области почти каждый дом требует утепления. Сегодня мы вам расскажем правильную технологию монтажа утеплителя, а также какой утеплитель выбрать. Основной задачей утеплителя является сохранение тепла в доме и снижение затрат на электроэнергию зимой. Если дом без утеплителя, то он быстро остужается и в нем становится холодно. Летом же наоборот, дом быстро нагревается и в нем становится жарко. Утеплять дом нужно целиком, потому что если вы решите утеплить стены, поставить хорошие стеклопакеты, у вас будет холодный пол. Это все равно, что вы выйдете зимой в теплой куртке, в шапке, в перчатках, но у вас на ногах будут тапочки. Многие люди ошибочно полагают, что тепло, которое держит утеплитель, зависит от плотности утеплителя. Это не так, потому что плотность нужна для того, чтобы утеплитель не сползал вниз. На полы и кровлю можно использовать утеплитель 30-й плотности, а на стены 50-70. Еще одним важным моментом является подбор достаточной толщины утепления. Как правило, в Иркутской области для брусовых домов достаточно 50-100 мм, но в каждом отдельном случае рассчитывается индивидуально. При утеплении дома также важно позаботиться о защите самого утеплителя. В большинстве случаев утеплитель будет находиться снаружи дома и принимать на себя все нагрузки от погодных условий. Снаружи утеплитель должен быть защищен гидроветрозащитой, а внутри пароизоляцией. Мы не рекомендуем экономить при выборе защитных пленок для утеплителя. Сейчас мы покажем почему. Как работает хорошая ветрогидрозащитная пленка. У меня сейчас в руках образец пленки Tyvek Soft. Смотрите, вот это вот внешняя сторона, которая не пропускает воду и ветер. Вот это вот внутренняя сторона, которая ложится к утеплителю. И имеет такое свойство, как паропроницаемость, пропускает пар и воздух, для того, чтобы попавшие пары влаги в утеплитель выходили сквозь пленку наружу. Сейчас с помощью специальной колбы мы вам покажем. Смотрите, снизу мы создаем давление воздуха, и воздух свободно проходит сквозь пленку и выходит наружу. В то же время, обратите внимание, снизу вода не протекает, что говорит об абсолютной влагозащищенности. На данном объекте технология утепления выполнена правильно. Здесь дом построен из бруса, затем устанавливается обрешетка из деревянных брусков 50 на 50 горизонтально. Расстояние между брусками 59 сантиметров, потому что ширина утеплителя 60, и он должен вставать чуть-чуть в распор, чтобы не вывалялось. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы утеплитель стоял плотно друг к другу, близко, не был нигде пережат, и затем уже на него накладывается гидроветрозащитная пленка. В данном случае это пленка Big Ben, производство завода Металлпрофи. Зачем нужно делать именно так? Делать так нужно потому, что в данном случае пленка у нас не протыкается подвесами, торчащими от стены, а просто приколачивается скобами к деревянной обрешетке. И к этой же обрешетке затем у нас устанавливаются подвесы. Плиты утеплителя прижимаются к стене с помощью пластиковых рандолек. Это такие большие шайбы, которые посредством длинного самореза крепятся к основанию дома. Самыми распространенными видами теплоизоляции являются экструзия, базальт и стекловолокно. Экструзия бывает вот такой или вот такой. Она нам нужна для утепления фундамента и цоколей. Имеет большую плотность и почти нулевое водопоглощение, то есть максимальную влагостойкость. Базальтовая плита – самый распространенный материал для утепления фасадов. Самая распространенная плотность 75-я. Можно использовать и 50-й, и 30-й. И стекловолокно. Стекловолокно
чаще всего применяется для утепления скотных кровель, перегородок и межэтажных перекрытий. Напоминаем, что экструзию нежелательно использовать для утепления брусовых домов, потому что пары, которые выходят из дома, проходя сквозь брус, упираются в этот утеплитель. Затем они остаются там, и брус начинает гнить. Помимо этого, экструзионный утеплитель – это очень горючий материал, и во время горения он испускает черный дым с множеством вредных элементов. Рассмотрим самые распространенные ошибки при утеплении дома. Первое. Нужно помнить, что утепляем мы дом один раз, а за электричество платим всю жизнь. За электричество или за дрова. То есть нам нужно подобрать правильную толщину утепления для того, чтобы впоследствии экономить долгое время. Второе. Нельзя утеплять дом изнутри. Это чревато тем, что стены строения будут все равно промерзать. И там будут образоваться такие процессы, как гниение, грибок и прочие гадости. Третье. Не использовать ветрогидрозащитные пленки снаружи для защиты утеплителя и парализационные пленки для защиты утеплителя от влаги изнутри помещения. Четвертое. Самостоятельный монтаж. Если вы не профессионал, то мы не советуем вам заниматься этим процессом самостоятельно. Также мы не рекомендуем пользоваться услугами непроверенных мастеров, непрофессионалов своего дела. Пятое. Конечно же, это неправильный подбор утеплителя. Для разных участков дома следует использовать определенные виды утеплителя. Мы прекрасно понимаем, что не смогли ответить на все ваши вопросы в данном видео, поэтому пишите комментарии, наши бригадиры обязательно на них ответят. Пока!